Снижено, как правило, это снижено количество гормонов. Так принято считать, что когда понижено количество гормонов, мало их вырабатывается, функция ее снижается. В чем это проявляется? Как Николай уже говорил, что есть маски, которые человек принимает за отдельные заболевания, а причина все-таки это изначально это щитовидная железа. Еще раз, за что она отвечает? Это регуляция обменных процессов. Когда гипо, то все как бы снижено, все со знаком минус. То есть все функции организма работают со знаком минус. Слабость, это усталость, это сонливость, хочется все время лежать. Понижена, она отвечает за терморегуляцию, она у человека снижается как бы устойчивость, приспосабливаемость к температуре. Ему все время кажется, что холодно, холодные руки, ноги. Снижается память, снижается умственная активность, то есть тяжело сосредоточиться, запомнить. Скажите, а вот диагноз, чтобы поставить, что это именно щитовидка, а не что-то другое? Каким образом это происходит? Вот, нужно Сейчас сделать, объясню. Да, нужно сделать соответствующий. Но в первую очередь нужно, во-первых, это знать, что постараться уточнить, а что именно, почему это происходит. Я потому прошу что прощения, на это нужно обратить внимание. Ведь человек отталкивается от симптомов. Он и не подозревает, что вот эти симптомы может давать щитовидная железа. Вообще, вы знаете, вся медицина ведь у нас действительно симптоматична. То есть, если у человека есть какой-то симптом, он идет к доктору, вот, что у него голова болит, или память, или сердце, и ему начинают давать лекарства, чтобы этого симптома не было. Мы пытаемся понять, а почему? И устранить причину, почему это происходит. Так вот, при сниженной функции щитовидной железы может нарушаться давление. Оно может быть или повышено, или понижено. Сердце может быть очень замедленные удары сердечные. Недостаточно. То есть целый ряд, может быть даже артрит, может быть... повышается уровень холестерола. Нарушается липидный обмен, и может быть и триглицериды, и холестерол повышен из-за этого. А что обычно дают? Дают лекарства, которые снижают, все время сбивают уровень холестерола, но никто же не влияет и не разбирается, в общем-то, почему. А почему? Что произошло с этим? Так вот это то, как оно проявляется, в каких. Очень часто подавлено настроение при сниженной функции щитовидки и принимают это за депрессию. Человек обращается к психиатру, к доктору, ему дают антидепрессанты, и очень часто это где-то 8-14% людей, которые получают лекарства от депрессии, антидепрессанты, на самом деле у них просто снижена функция щитовидной железы. Как же отличить? Это депрессия, действительно депрессия или это сниженная функция? При депрессии вообще отсутствует интерес к жизни. Никаких интересов. А при нарушенной функции щитовидки просто слабость, усталость, так, заторможенность такая, ну, просто тяжело запомнить, но все-таки интерес, он присутствует. При депрессии чаще теряется вес, а при щитовидке он не теряется, наоборот, может прибавиться. Не очень сильно, но, в общем-то, он стоит на месте, никак его потерять невозможно. Все время сонливость, а при депрессии может быть бессонница. Активность, ничего не хочется делать. То есть вот это как проявляется, поэтому всегда нужно постараться найти причину. Это, кстати, можно сделать у нас, пройти тест и определить, что же является причиной, на что именно мы делаем акцент. Определить причину, устранить. А почему это происходит? Что случается со щитовидкой? 99% причина связана с нарушением самой щитовидки. 1% это не в самой щитовидке, а в том органе, который регулирует работу. Это гипофиз и гипоталамус, который это уже как участок головного мозга. Это только 1%. Это бывает и врожденное состояние. Но большая часть это нарушение в самой щитовидке. Что с ней может быть? Ну, есть разные варианты объяснения. Может быть, это наследственная предрасположенность, может быть, экология, может быть, канцерогены, может быть, нехватка йода. Скорее всего, это все вместе. Может быть, вирусы, может быть, имея наследственную предрасположенность, и если попадает туда канцерогены, не хватает йода, стресс и так далее, вот тогда это выходит из строя. Щитовидка напоминает заряженное ружье. Вот оно висит. Значит, если есть какая-то наследственная предрасположенность, то при определенном стечении обстоятельств вот это ружье может выстрелить. Вот если какие-то факторы окружающей среды дополняют вот эту наследственную предрасположенность, вот тогда и происходит сбой в работе щитовидной железы. Теперь мне кажется, что есть смысл сказать о том, что как проверяют функцию щитовидной железы, обычно делают гормональный анализ, проверяют гормон TSH. Ну, это как раз вопрос, который... А как же узнать, если это... Иногда люди говорят, знаете, я спрашиваю, проверяли щитовидку? Да, проверяли, все в порядке. Дело в том, что когда проверяют, там есть 3 гормона.
Т3, Т4 и гормон, который отвечает за кальциевый обмен. Т4, Т3 отвечает за энергию, теплорегуляцию, терморегуляцию, обменные процессы. И гормон, который отвечает за кальциевый обмен. Так вот, проверяют Т4, который предполагается, что если его достаточно, он переходит внутри, там идут превращения, он переходит в Т3. Но вот оказывается, что это не всегда происходит. И даже если достаточно гормона Т4, Т3, что иногда случается? Делаю биохимический анализ, все в порядке. У человека все симптомы сниженной функции щитовидки. Память ослаблена, выпадают волосы, ломаются ногти, нет сил, слабость, холодные руки, ноги. Все симптомы есть, анализ нормальный. Можно очень просто проверить самостоятельно в домашних условиях. С вечера оставьте возле своей постели градусник. И утром, не поднимаясь с постели, измерьте температуру. А поддержать градусник нужно минут 10. Нормальная температура 36,6, 36,7. Если она снижена, то, скорее всего, функция щитовидной железы у вас понижена. Очень часто у людей бывает и 35,5, 35,8. Вот обратите на это внимание. Если температура повышена, то, скорее всего, функция щитовидной железы повышена. Конечно, это нужно сделать не один раз, минимум 3 дня, лучше недельку, чтобы не было случайностей. И тогда вы увидите, что происходит. Одна из причин, как я говорила, это может быть нехватка йода. Йод тоже можно проверить в домашних условиях. Сделать йодную полосочку где-нибудь на теле, на руке. На внутренней стороне руки? Ну, хорошо, так намазать йодом. И посмотреть в идеале, когда организму не хватает, он как впитывает, как губка в себя вбирает. И в идеале через 24 часа должно исчезнуть. Но если это проходит через 5 часов, исчезает, через 10, понятно, что организму не хватает. И он быстренько как всасывает себя, абсорбирует этот йод, которому не хватает.